Привет, друзья мои! Без сомнения вы слышали о скандале, который произошел с Грэмом Филлипсом, когда его выставили за дверь под крики «Ганьба!», только на английском. И смотрите, здесь не обсуждается то, что делает Грэм Филлипс. Мне, допустим, не все, я не от всего в восторге от того, что он делает. Уверен, и он не от всего в восторге от того, что делаю я. Это нормально, я не евро, а он не фунт стерлингов, знаете, чтобы всем нравиться. Речь о другом идет. Включаем телеканал СТБ. Можно ли верить украинским телеканалам? Російського пропагандиста британця Грема Філіпса випхали з будівлі британського парламенту в Лондоні. Ну, понятно. Во-первых, можно было просто ограничиться, что там такое-то, такое-то, там... Мне не интересно мнение, пропагандист он или не пропагандист. Я знаю, что он блогер. Можно просто было сказать, он блогер. Но на этом не зацикливаемся. Это вообще нормально. Это в порядке вещей. Вот так вот подавать информацию. Слушаем другое. Про кремлівський журналіст саме прийшов на зустріч, присвячену взаєминам України та Великої Британії. Грем ледве встиг зайти всередину, як його відразу ж облаяли присутні під крики «Ганьба» та «Брехун». Поліція просто виставила його за двері. Не успел он просто войти, как присутствующие его облаяли. К слову, когда долго живешь в Европе и мало общаешься с кем носителем украинского языка, очень смешно слышать это высказывание «облаяли». Собачки какие-то вроде как. Но суть не в этом. В общем, облаяли его и сразу же выставили. И дальше даже показывают, как его, собственно, облаивают. Let's get out here. Let's get out here. Ну и понятно, что выставили его явно британцы. Сначала давайте посмотрим, что же это за организация такая. О, ничего так фоточка. У каждого своя. Итак, что же это происходило? Это вот такая вот компуха собиралась. А что это за компуха? И опять мы видим знакомые лица. Привет, привет. Такое впечатление, что это такой, знаете, ненавязчивый или навязчивый пиар самой себя. Это Светлана Залищук, опять она. Это Светлана Залищук, народный депутат Украины. Она отжигала в свое время по поводу меня. Вот она со спины, вот она спереди. Светлана Залищук в свое время отожгла по поводу меня. Она рассказала, что я работал с СБУ во времена Януковича. После Майдана сбежал в Россию. И на голубом глазу об этом рассказывала. Це той, який працював з СБУ під час Януковича. Как говорится, внезапно. Часів Януковича, а потім втік до Росії. Внезапно номер 2. Ні, мені здається, він в Голландії зараз, він не в Росії. Справді? Ну я пам'ятаю, що він не одразу після Євромайдану втік до Росії. За 3 года до Евромайдана. Но, в принципе, продолжает. Интересно тебя послушать. Что еще ты помнишь? Я знаю, що це провокатор, який співпрацював з спецслужбами, не знаю, українськими під час Януковича. Более того, спецслужбы украинские во время Януковича, когда ловили меня в Нидерландах и требовали меня выдать, это просто они скучали по мне. Потім, з огляду на його діяльність із російськими, мені здається, що людина працює в інтересах іншої держави-агресора. У Светланы Залищук просто дело в том, что рабочий род. И не подумайте плохого, у нее зубы рабочие, потому что она ими постоянно пилила гранты. И я смел когда-то об этом сказать. Вот с тех пор они затаили на меня определенную грубость. Но не о ней речь о том, что рассказывалось в сюжете. Не успел он зайти, как его тут же. Давайте посмотрим. Грэм же выкладывал видео. Так, и вот он не успел зайти. Не успел зайти он. Заходит. Но вполне возможно, что как в зал зайдет, так сразу на него все и набросятся. Скажут «Let's get out». Так. Нет, он заходит, представляете, и садится, усаживается, никто на него внимания не обращает. И сидит себе. Сидит, слушает. Весь внимание. В зале выступают. Но украинские каналы сказали, что не успел он зайти, сразу же набросились. Как британцы набросились, понятное дело. Они тоже не терпят этого проклятого пропагандиста. Англичане, они вообще такие, знаете. Они вообще такие, знаете. И вот на 6-й минуте он начинает говорить. 6:30. Видите, не успел он зайти, начинает говорить 6 минут. Теперь давайте посмотрим, как на него набросились присутствующие эти, по всей видимости, чистые британцы. Вот он кричит, и, обратите внимание, в правом нижнем углу видна женщина, или видна, с белыми волосами. Вот она внизу. Смотрите.
Она показывает на Грэма пальцем и сразу же начинает что-то кричать. Что это за женщина? Скорее всего, это просто какой-то слушатель, британский слушатель, который случайно зашел, тут увидел, а это не тот ли пропагандист? И сразу же начал кричать. Это случайный слушатель, вернее слушательница. Как бы не так. Ибо эту же даму мы встречаем 13 июня 2016 года на тех же мероприятиях, у тех же людей. О, привет! И вот случайного нашего зрителя мы встречаем еще и в октябре 2015 года. Именно она секунд 10 кричит: выгоните его отсюда, выгоните, и еще долго кричит. Слышите? Вот она. Я тебе покажу. Аут. Обратите внимание, вот это обратите внимание, пошла ее рука. Аут, аут. Она постоянно кричит, и люди уже смотрят не на него даже, а на нее. Вот она. Кричит, кричит, кричит. Но здесь внезапно появляется еще одна женщина, тоже начинает кричать. Вот, начинает уже тоже кричать. Видите? Выведите его, собаку. На самом деле она кричит: позор, позор. Что это за женщина? Наверное, какой-то британский парламентарий, опять-таки случайно закатившийся в этот зал. Да? А вот же она. Смотрите-ка. В декабре 2015 года. На мероприятии у тех же самых ребят. Позор, кричит. Позор. Смотрите-ка. В апреле 16 у тех же ребят. Я, конечно, не физиогномист, но вот это вот, чистые просто британцы. Бриты, блин. Если кто-то мне хочет втюхать, что вот это вот стояли британцы вот с этими вот лицами, первый ряд, там полно британцев. Смотрите, кто еще кричал громче. Вот мы уже обозначили два источника звука. Давайте третий сейчас найдем. Смотрите, кто кричит. Ты лжец, лжец, убирайся отсюда. Лжец, лжец. Get out of here. Кто это такая? О, тоже завсегдатай, да? Посмотрите, она даже выступает иногда со сцены. Признали ее? Туду-туду. Тумба, делай реверанс, блин. Это посол Украины в Британии. Убирайся отсюда, кричит. Убирайся, лжец. Мне занимательно, куда британцу Грэму Филлипсу следует убираться из Великобритании. Когда-то, если мне не изменяет память, она там говорила, что будет обращаться, чтобы у него гражданство отняли. А теперь просто без комментариев давайте посмотрим СТБ. То, з чого ми почали. Грем ледве встиг зайти всередину, як його відразу ж облаяли присутні під крики «Ганьба» та «Брехун». Поліція просто виставила його за двері. Вот так вот. Ничего у него не получилось. Не успел зайти, смотрите-ка, полиция набросилась, потому что его помнят, этого брехуна. Грэм Филлипс имеет право делать у себя на родине все, что заблагорассудится. Конечно же, не нарушая закон. Хотя, в принципе, это его личное дело. Нарушает он там закон или не нарушает. А вот присутствующие в зале, знаете, завсегдатаи вот этих вот мероприятий, я не знаю, кем являлись. Вон та вот и вторая, источники звука вон те, я не в курсе. Но когда я слышу от посла Украины в Британии по отношению к британцу: убирайся отсюда, в таком плане, это выглядит немножко странно, мне кажется. А вообще теперь, не касаясь того, что делает Грэм, вообще не касаясь Грэма Филлипса, вы довольны уровнем подачи информации украинскими СМИ? А? Не успел зайти, не успел войти, облаяли. А?